Всем привет, всем доброго времени суток, вы на канале Red Panda. Сегодня мы продолжаем с Талисман Гейм. И пробку аж до того переезда, что вот... вот до сюда, аж вот до сюда вас собрали эту пробку. Вот где Я я видел. сейчас стою. И не туда, с ней не двинуться. Короче, установи этот мод на бензопилу, и ты можешь пни удалять, короче. Бензопилой. Угу. Так, прицеп я пока тут оставлю. Курятник можно поставить. 265 тысяч, ты сейчас можешь нормально закупиться. Угу. Да-да-да. Так иди ставь, я тут позанимаюсь чуть-чуть, заготовочки тебе наделаю. Так. О, тут еще и медок. Уже раз, два, три, четыре, пять, шесть палет медка. Что-то мне кажется, что эти ули, что я поставил, не особо и хороши. Я тоже думаю, что это не очень мало приносит. Сколько ты штук ставил? 9, да? 9. Не Мне особо. кажется, заводские приносят больше. Вот я тоже об этом думаю. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Чё? Сейчас увидишь. Так. Ту-ту-ту-ту. Сейчас я его тут только поставлю. Ну, в принципе. А ты фуру мне притянул? Ну, я ее там пока оставил, она мне без надобности. Хуяно, я, блядь, пилить не могу, у меня зависло нахуй. Ну, вот. Да что ты скажешь? О, 120 косарей. Нифига себе ты там миллионером все почувствовал? Конечно. Можешь тпхнуться на него, посмотреть. А где ты? На Где? На нашей курятнике. базе? Да. М. Ух ты. А что мне на дорогу телепорт? А, я понял, насколько он больших размеров. О, меня выкидывает. Лагает. Офигеть. Сколько сюда кур, ты говорил, влазит? 5000. Ай, сколько он приносить будет? Ну, не В знаю. час будет 100 яиц приносить или как? Посмотрим. От животных. Так. Петушков надо купить. Сколько их можно купить? Они на мясо идут. А нужны ли они или не нужны? В смысле, петухи на мясо идут? Ну, вроде бы да. Петухи это Я взрослые вроде цыплята. бы, я вроде думал, что типа это, там один петух нужен для оплодотворения, нахуй, как я Ну, понял. в И принципе, всё. я куплю. Ты одного покупаешь, и все, и пофигу вообще. Там Нет, на голубах работает. там вроде бы как-то он тоже. Один петух на какое-то количество куриц. Да? Да. Что у нас? М, Оплодотворить не может всех или что? Ну, кто его знает. Ну, в принципе, я знаю, что сделаю. Я куплю 50 штук. То есть Кур? Ой, этих. петухов. Угу. Я понял. И кур. Куры я не буду покупать много. 1200, да? Ой, 200, 2000 там, да? Нет, я куплю, допустим, вот сейчас у меня кур получается На 100 тысяч. так. Блять. 280 у меня уже полностью в курятнике находится.
Блять, что не загружает? Ну, еще. В общем, в курятнике находится 400 этих животных. Кур? Ну, там и 50 петухов. Возьми еще 1200. Не, пускай они уже дальше, знаешь как. Денег хватает. А пускай они сами размножаются. Я же взял Так этих. у тебя на 5000, на 5000 мест. Так я взял этих. 8-месячных. Поехали. М. Они... Так. Ну, еще подъехал. Вот так будет лучше. Бля, ебать, меня телепортируют. Не, все, хватит. Сейчас еще Да надо... хватит. Сейчас им еще надо будет купить этого зерна. Большие мешки. Пшеница. Если честно, невыносимо играть. Меня просто телепортирует во все стороны, которые только можно. Я даже бревно донести до фуры, это уже испытание. Так. Трактор я пока заберу на время. Ну, давай. Я прицеп наполню, чтобы он у тебя был готовый. Просто сейчас зерно надо будет этим завести. Я, короче, думал, что я дерево несу, но я его не нес, потому что оно не засчитало то, что я нажал кнопку. Лаги капец, конечно. Угу. Не, я буду менять эти ульи. Я не Чем вижу. их менять пустые? Ну, я Они не... продаются по той же цене? Они дешевле продаются. Но я просто не вижу в них смысла в том плане, что они не приносят столько меда, сколько должны по факту приносить. Ну да. А толку они, ну... Ты... Я просто помню, сколько у тебя они приносили 10 ульев. 9 поддонов. 8. 8 поддонов, 10 ульев. 8 поддонов. А у меня они за месяц приносят 3 поддона. Ну да. Менять их надо. Толку от этого нет. Тем более я планирую Да, ты прав. 15 поставить хотел. А 15 ульев. И что они мне приносить будут? Сколько? 5, ну 6 поддонов. Такое себе счастье и удовольствие. А что ты не говорил, не показывай, сколько дерева? Тебе пишешь же 9 У меня тонн. не показывало. У меня вот показывает. А Автовод. Ну, рейд 9 тонн. у меня не показывало. Типа автозагрузка, загружена 9 тонн, что такое. Так. Надо будет купить этот прицеп красный. Какой? Ну, за 95 тысяч. Для перевозки пшеницы говна? Ну да. Так.
Надо что-то думать, что так лагает, потому что это реально ужас какой-то. Арендовать. Ё-моё. Что ты арендуешь? Ну, прицеп, чтобы перевести это еду курам. М. Так а зачем? У тебя ж твой прицеп МК поддоны грузит. Фура занята На пока что. Shift Z. Да ладно, ну. Чем? Ты ж сейчас фурой пользуешься. За- А прицеп Ты чё? прицеп без фуры может не работать. Ты сказал бы, я привез ее. Да ладно, ну. Мне ща это... Ладно. Сейчас по-быстрому тут загружу, да и все. Бабок дофига лишь. Ну, конечно, ну. Ну ладно, пускай так. Ну-ка. Вот мне сейчас интересно стало. Нет. Чё? За сколько я продам эти ульи? Один. Не, ну блин. Если я сейчас хотя бы его один продам за те же 19 тысяч, да? За 12 900. А пчелы, ули Невыгодно. невыгодно. Но от него надо избавляться, если честно. Я не вижу смысла в том, потому что вот он стоит, если так посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 ульев. Мгм. Но. Или что? Бля. Или это еще зависит от места расположения ихнего. Но мне кажется, нет. Хотя мои стоят возле поля. Ну, Те, которые на той карте. Да и... хотя на стриме у меня тоже не возле поля стояли. Не возле поля. И приносило нормально. но. Так получается, это все зависит от ули. Вот я Ой, что продам, ты допустим. скажешь? Продать. Да, окей. И сейчас вот тут вот поставлю на месте одного. Мне просто интересно, получается реально? Бля, я чуть фуру не утопил. Ее, да, кстати, я тут утопил один раз машину. Ее потом надо будет сбрасывать. Она появится возле магазина. Так, это Короче, лесопилка полная. 24 тысячи загрузил литров. Скорее всего, следующая покупка это будет поле номер 2. И засадить его пшеницей. Вот я поле номер 2 засадил травой. Короче, курятников наделал. Ой, не курятников, а овечников. И все. И живу в шоколаде напиваюсь. Ну яйца тоже хорошо. Тем более 5000 кур, они будут нестись как бешеные, по идее. Угу. Успевай только собирать. Да. Главное, чтобы этот курятник не был такой же, как твои эти моды на пчел. Не, ну тут да, тут я согласен с тобой. Ну так и посмотрим заодно. Проверим. Такой он, не такой. Ебать, чуть в реку не выпрыгнул. Он подъехал к нему, а там... Но сразу шумы такие дикие.
Кстати, знаешь, какой прикол? М, У нас один и тот же мод с тобой на вот эти вот... а, как их? Прицепы для загрузки бревен. Но. Но есть одно но. У Какое? меня мод на русском языке, у тебя на английском. Ну, я без понятия, честно. Сам видишь, какие-то... Я тоже не понял, как оно работает. У меня даже в данный момент сейчас у меня лагает текстура со снегом. Ну, вот типа и не видишь на траве, Но. он у меня мерцает. Почему так? Я не знаю. У меня вот непонятная ситуация. Забаговала триггер этой разгрузки. И я не знаю, как тут. Сейчас его надо поймать, чтобы выгрузить. Что за фигня такая? Не, ну это не смешно. Сейчас, блин, как мне курей кормить? А меня не хочет загружать фура бревны. Хоть, хоть ты убей. Что за параша? Что, не загружается? Оно не выгружается, я не могу найти триггер выгрузки. Я сейчас, блин, в курятник сам заеду. Что, сука? Что ты, блядь? Короче, у меня... я застропалил бревна. Я еду, а они у меня вылетают. Жесть. Ой, я даже в курятник, блин, заехал. Что за... У тебя должно быть ай выбить. Так и вот именно должно, а его нету. Я понял. Вот тут даже камера висит в курятнике. В натуре? Да. Это чтоб волки не пришли хавать. Ой, еба. Может, из-за того, что близко к дороге. И пропал этот триггер или что, или зависло, багануло, непонятно. О, я фуру разложил. Кстати, твоим модом на силу очень трудно фуру переворачивать. Ой, блин, а что за... Я не понимаю, блин, а что за говно? Что за... Блять, бесит эта ситуация. На. Я вообще с сервера вылетел только что на пару секунд. Я надеюсь, это реально не из-за того, Вот что... лесопилку я тебе забил. Вот. И там еще бревна, чтобы ты понимал, еще в запасе немножко лежит. Блять, он разгружает. Стой. Ой, иди ты в пизду, все, разгружай.
Ой, нажми кнопку, короче, сдать контракт, бо я сейчас перепутаю. Все, красота. 10 тысяч плюс. А, во, блин, Что там, где там? появилось. Ну вот же вот он стоит. Так это вот появилось. Мне пришлось открыть вот этот вот бункер. Смотри. Вот этот вот бункер мне Это пришлось, да. И пододвинуть вручную, блин, прицеп, чтобы оно разгрузилось. Ну все, зато не переживай, все четко. А то ты там посидеешь раньше времени. Так оно так и есть. А. И сколько у них там... Ну вот, почти забито, можно сказать. Ага. И 590 кур. 590 кур, это четко. И этот, и лесопилка забита. Сейчас я еще 10 кур докуплю, чтобы уже 600 было. И все. Лесопилка забита, металлозавод забит. Короче, предприятие мы неплохо это бахнули. Так. Купить, да. Все. 600 кур. Чуть слушай, тут кур по внешнему виду по пальцам можно пересчитать. Вот, смотри. Висит это око Саурона. Ага. Подглядывать на тебя. А еще можно вот эти Что-то вот... реально их Ну, так мало. смотри. О, нифига себе. Где ты нажимаешь? Вот. А, в натуре. Я так понимаю, это поилка ихняя. Ну да. Вот. Еще что-нибудь есть такое? Ну вот. Вот еще что-то. Свет выключить. Свет. Закрыть ворота. Открыть ворота. Ничего есть. Ну а здесь вот будут появляться яички. Что-то взял, бля, хуй знает. Ага. Это, я так понял, переноска для курей. Угу. Говно. А, это трактор, ё-моё, что лагает жизнь. Короче, оно типа не загружает, пока закрыто, да? Да оно непонятно, понимаешь? В итоге мне пришлось открыть Ну ее. слушай, Подтянуть. курятник этот гигантских размеров, если честно. Он реально огромный. Угу. Ну, тут Так, такое поле будет. животное. Так, а что мы там по контрактам Жесть. имеем? Не, ну Надо... этот курятник реально крутой. Ну, сюда надо О, технику, еще друг. смотри, какая-то вывеска висит. А что написано? Это что-то по-европейское, там знак Европы. Типа, что курятник... Все окей. И, Вещи. А, хрен. Я и, английский не знаю. и вот еще вот в грузовиках, видишь, есть и Века за 95, и Ман за 279 500. Да. Вот какой-то из этих, скорее всего, и Веку попозже и куплю. Ну, этот ман, он какой-то бесполезный, если честно. Он стоит 279 тысяч, а по сути, И что с Века... ним делать вообще? Ну, и Века, честно, да, ничем не хуже того же Мана. Да, у него вот, допустим, он 49 тысяч литров может перевозить. Ну, Ну, а Ивека 30 тысяч может перевести максимально. Ну, нормально. То есть даже руды, ее для руды можно использовать.
чтобы перевозить. Мгм. М. Ну да. Мне кажется, что этот ман, у него влазит 49 тысяч литров, и ему можно прицеп еще на 60 сзади всунуть. Думаешь? Но если у него Походу, есть, да. если У у него него, сзади есть цепной. ну, Видим, кстати, ну, да, как, ну, у него есть. Возможно, даже и какой-то ему и подойдет. и у этого и веки тоже есть, кстати. Ну, так а нету смысла переплачивать. Лучше взять и веку за 100 тысяч. Но у него мощности не столько много, сколько у той. Но у Мана, Да. ну, я согласен, что у нее мощности не так много. Сколько? 480 лошадей, а у Мана 500. Ну да. Не А и особо века кому быстрее разница, если едет. честно. И века быстрее даже едет. Мгм. Посмотри. И 85, да? 85, а Ман 80. До 8. Ну М, да. м. Так, Фиг пойму. Ну да. Фиг пойми вообще. Есть вообще он маленький ман, который стоит 103, ну, 135, и у него, короче, 640 сил. Какого-то фига. маленький. Да. А, Шоссейник. ну он для этого. Он вот перевозить палеты, тюки, все такое. Мгм. М. Но у него сзади даже сцепно. А, не, есть сцепное. Так он тоже Еще едет прицеп. 80 километров. Он бесполезный тоже. Самое прикольное это для лесозаготовки вот этот вот Мерседес классный. Он реально крут для лесозаготовки. Я его на себе на стриме куплю. И Юнимок этот? Да. Ну да, он прикольный. Там же Я можно, реально возьму его на стриме. его же можно настроить там еще. Вместимость, вот тут вот все это, Мгм. конфигурация, выбор двигателя. Мгм. У него есть вал отбора мощности спереди. А вот Мгм. сзади нет, походу. Тоже есть. Есть? Тоже есть. О, да. Ну, если есть, то вообще хорошо. Ты О, про что? У не мог есть. Ты опустись ниже, и там видно кардан торчит. Там очка такая. угу, да, есть. Ну, вообще шикарно. Угу. Так слушай, Реально. допустим, подожди. Вот что лучше взять, допустим, для него? Вот конфигурацию, да? Блин, надо какую-то конфигурацию ему взять. Ну вот есть конфигурация баллы транспорт. Такая площадка. Выбор М. двигателя. Ну, самый крутой двигатель на него стоит 20 тысяч. Бренд колес. Ну да. Оффроуд, Мерседес, тут непонятные, Континенталь, МРТ. Широкие, вот, допустим, взять Мерседес, широкие трактора. Сигнальные эти. А, вот. Вот этот вот. Но он где-то в итоге станет что-то около 50 тысяч. Полностью вот Мгм. в полной этой конфигурации, комплектации.
Я просто смотрю сейчас технику для деревьев, типа срубки этих, не деревьев, а секвой. Там один бульдозер стоит 284 тысячи, а второй бульдозер, чтобы перевозить эту секвою, стоит 299. А по факту лесопилку она забивает на 1000 дерева. Вопрос. Смысл? Что-то не так. Мне кажется, где-то есть в игре, куда нужно секвою сувать, но мы просто не знаем. Вот я тоже об этом думаю. В общем, полностью без цвета, знаешь, во сколько Надо стал понимать. унимок? Без цвета? 51 тысяча 300 тысяч. 51 тысяча 30 тысяч. 330 тысяч. Я понял. М. Ну, а посмотреть, мне кажется, где-то есть. Я тоже об этом думаю. Или смотри, или секвои могут идти на бумагу, или в эти вот бочарные, мастерские во всякие. Мгм. Но не может быть такого, честно, я не думаю, что... так, тракторы отгоню на лесопилку. Я не думаю о том, что они вот решили такие, ну ладно, мы типа добавим секвою, но она будет ни хрена не приносить. Что, нет, что ли? Мгм. Ну, получается, она для чего-то нужна. Но для чего? Еще непонятно. Сядь в фуру. А что там? Сядь в фуру. Ты сел? Да. Возьми, нажми на C, на вид спереди. Ну, понял, вид от лица. Поверни голову на правое стекло, зажми правую кнопку мыши и опусти вниз мышку. А, так можно. Так можно и с левым. Прикинь. Вот смотри. Ну, я офигел. Мгм. А можно, Форточки открываются. а можно зажимаешь две кнопки мыши. И если я прав, высоту сиденья регулируешь. В натуре? Да. Не, в нее ты не двигаешься. Ну, Э, да, я с- попробую. Высота сиденья этого. Сейчас. Прицепа. М. Высота сидения, положение сидения. А, да. Вот, я езжу туда-сюда. Офигеть. Ну вот этот мод вообще хороший. На нем, видно, заморочились вообще капитально. Не то, что вот выпустили, да? Положение пятого колеса, прикинь. А где там пятая? А, то есть руля, да? Ну да, получается. Вот мышку зажимаешь. Нет, что фигня какая-то. А, не. Это сцепки, короче. Прикинь, положение сцепки. Регулируешь на зажимы мышь. Ну, Чтобы она ближе была или дальше. так. Самый притык я поставил. Что там? Ну вот. Все полно. Контракты. Да, я буду избавляться от этих ульев. Они не нужны. Ну да. Спасибо за просмотр. Ну, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на каналы. Ссылочки будут в описании. Всем хорошего настроения. И пока-пока. Пока-пока.